Всем привет, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на первую половину августа для знака зодиака Стрелец. Прогноз у нас будет по всем сферам жизни. Мы коснемся сферы работы, бизнеса, карьеры, финансов, личных отношений. Также посмотрим советы или предупреждения от Таро и сюрприз неожиданности от Ленорман. Стрельцы, первая половина августа. Что у вас будет происходить в начале августа? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта: у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас будет происходить. И для тех, кто в поиске вашей перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней. И совет или предупреждение от Таро. Да, карта серьезная у вас. На дне колоды восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов — это какие-то приятные новости. Это то, что будет происходить в конце этих 15 дней. Это может быть получение документов, сообщений. То, что вы ждали, но может быть это придет даже быстрее, чем вы ожидали. Также это перелеты на самолетах. Это могут быть поездки. Поездки могут быть в радиусе того, где вы живете. То есть очень много активностей. Но кто-то может отправиться, например, в командировку, кто-то может уезжать на заработки. Но это может касаться и отношений, какие-то продвижения вперед. Кто-то может познакомиться, кто-то может переезжать. Здесь у вас карта смерть. Может быть, кто-то будет менять место жительства. Так, еще вернемся. Давайте посмотрим сюрприз, неожиданность. Стрельцы, первая половина августа. В начале августа вам нужно будет что-то подвести, что-то закончить, подвести под чем-то черту. Здесь карта может показывать ваш настрой, ваши ожидания. Какая-то тяжелая ситуация должна закончиться. Это что-то, что тянется очень долго, и то, что уже вас изранило. Здесь или вы что-то завершите, или это, может быть, Вселенная поможет, или какие-то люди. Кто-то может закончить отношения, брак, потому что здесь смерть ложится. Эта карта говорит о разводе, расставании. Десятка мечей — это окончание, а смерть — это трансформация. То есть после того, как вы эти отношения или брак закончите, к ним вернуться будет уже невозможно. Совет здесь, да, может быть, карта говорит: подавайте на развод, принимайте уже это решение. У кого-то, может быть, здесь заканчивается период ожидания, что-то тянулось, может быть связано, например, с переездом. Это может быть переезд там, где вы живете, а может быть это уезд куда-то вообще в другое место. Кто-то может закончить работу, кто-то может отказаться от каких-то проектов или о каких-то планах, которые вы сейчас не можете реализовать. Не знаю, не помню, говорила, нет. Для кого-то заканчивается одиночество, а кто-то может подвести черту вот по работе и, может быть, всей семьей куда-то переехать. Потому что, может быть, поступит предложение, например, вот вы получите приглашение или документы, вот, о том, что вас где-то ждут. Ну, давайте мы одну карту на десятку мечей. Что у вас здесь заканчивается или что вы должны закончить? Отношения, брак, может быть, у вас кто-то появился. Или у кого-то заканчивается одиночество. Потом еще рыцарь кубков — это поездка в какое-то приятное для вас место.
Может быть, реально это нахождение где-то работы, но для этого вам нужно будет куда-то уехать. Вот здесь карты говорят, здесь по отношениям, если для женщин в вашу жизнь входит новый человек, это приглашение на свидание, это какие-то подарки, это хорошее времяпрепровождение. Кого-то здесь по этим картам ждет слава, признание вас как личности, ваших талантов. Может быть, вы, не знаю, певец, актер, может быть, вы предприниматель, или это может быть признание в карьере. Вот здесь вот у кого-то восьмерка, да. А для мужчин здесь в вашу жизнь входит очень приятная дама. То есть у вас появляется надежда на благополучное будущее вашей личной жизни. Так, хорошо, давайте посмотрим для тех, кто в отношениях или в браке, смерть. Ну, смерть это может говорить об окончании брака, отношений, как я сказала. Или вы на пороге расставания, или вы вот в эти 15 дней расстаете. Кто-то подает на развод. Кто-то может менять место жительства, переезжать куда-то все вместе. Ну, давайте мы уточним. Вот у вас две карты, смотрите, десятка мечей и смерть. И заканчивается вот такими прекрасными картами. Смотрите, если у вас в отношениях в браке все хорошо, здесь вы куда-то переезжаете. В какое-то очень приятное для вас место. Может быть, это обретение своего дома, своей недвижимости. Или вы здесь вообще куда-то уезжаете, может быть, далеко. Это смерть может показывать иммиграцию. Но переезжаете, скорее всего, вы всей семьей. Такие интересные карты. Вот если бы десятка легла, я бы сказала, у кого-то здесь может быть рождение малыша, свадьба, но через смерть. Здесь вообще смерть – это окончание счастливой жизни. Так, дайте-ка мне еще одну карту. Смотрите, у кого-то может быть окончание одних отношений и начало совсем других. И с этим новым человеком вы обретете очень крепкую семью. Может быть, даже у вас есть дети, или у человека есть дети. Здесь обретение, вот у нас смерть это 13-й аркан, а умеренность это 14-й. Это пройти трансформацию, разрушение чего-то старого, обретение каких-то новых возможностей и шансов для получения личного счастья. И это уже восстановление. Это уже баланс, равновесие, это спокойствие, исцеление каких-то старых программ. Стрельцы, если не трудно, отпишитесь, это важно даже для моей работы. Но здесь или вы заканчиваете одни отношения и начинаете новые, или вы здесь всей семьей куда-то уезжаете. Вообще полностью меняете свою жизнь. Потому что вот эти карты говорят, а вообще звезда у нас это надежда. Это ясность в каких-то вопросах. У кого-то здесь, да, любовь, обретение гармонии, это сближение. Это что-то далекое, к чему вы долго шли. Да, здесь может быть обретение, конечно, личного счастья, но это может быть и касаться вашей работы. Да, вот такие у вас две сложные карты здесь. Ну, я говорю, у всех тут будет складываться по-разному. Для тех, кто в поиске любви, может быть, она говорит, что сейчас вы полностью заняты своей карьерой, обучением. Может быть, вы проходите сейчас какие-то экзамены, сдаете тесты. Может быть, повышение квалификации. Может быть, вам здесь нужно сейчас вот бросить все свои силы для того, чтобы доказать, что вы специалист, что вы способны на многое. То есть вот здесь человек стоит, ваяет вот эту скульптуру, а два человека его как бы оценивают, вот, что он умеет. Может быть, карта говорит, что сейчас вам вообще не до любви, вы сейчас идете к какой-то своей цели. Ну, звезда – это признание, это популярность. Это может быть связано, как я уже говорила, с вашими творческими талантами, дарованиями. Может быть, эта звезда еще связана с интернетом. Также это может быть что-то, вот, как вот здесь, да, фигуру ваяет, скульптуру. Может быть, это связано с искусством. Там вам нужно нарисовать какую-то картину или
создать музыкальное произведение. Ну, вот что-то такое, вот творчество, куда вы сейчас складываете все свои силы. Да, здесь может быть знакомство на работе или там, где вы учитесь. Да, в вашу жизнь придет человек. Но тут у всех по-разному. Кто-то, наоборот, сейчас не до отношений, и вам нужно вот стать магом, да, показать все, на что вы способны. То есть вы сейчас больше увлечены творчеством. Давайте вам совет посмотрим. Вы возрождаете какие-то проекты. У кого-то здесь может быть возвращение человека из прошлого. Тот, с кем вы уже закончили отношения, все уже, вы подвели черту, а человек опять появился на вашем горизонте. Да, вы знаете, здесь есть шанс помириться и перевести ваши отношения на более зрелый уровень. Но шестерка всегда говорит, вы самое главное помните, почему вы с этим человеком расстались. Люди не меняются. Да, может быть, все какое-то время будет все тишь, гладь и благодать, но потом человек все равно же проявит все свои качества, из-за которых, может быть, вы расстались. Но кто-то сейчас увлечен творчеством. Вот человек оттачивает свое мастерство, полностью поглощен процессом работы. Вот здесь вот он свой пентакль вытачивает, да? Кузнец. Это кует свое будущее профессиональное счастье. Да, здесь карта говорит, может быть, вы сейчас воплощаете вот те проекты, которые вы отложили на потом, но это что-то для вас очень важное. Да, вы смотрите по своей ситуации. Вот для тех, кто работает, да, здесь рост профессионального мастерства. Ну и карта говорит, по мере того, как вы становитесь профессионалом, растет ваш финансовый достаток. Но здесь вот как бы человек, может быть, она говорит, что вы вот какие-то проекты у вас зависли, вы не смогли их реализовать. То есть вы от них отказываетесь, может быть, не совсем, может быть, просто их откладываете на потом, ну, когда будут обстоятельства, и начинаете заниматься чем-то, ну, это что-то очень для вас приятное. Вам нравится заниматься этой работой. Здесь может быть начало какого-то нового заказа, проекта, бизнеса, начало карьерного пути. Но по этой карте хорошие перспективы. Вы можете очень громко заявить о себе как о профессионале. Почему я говорю, звезда — это карта популярности, известности. Но тут еще вам нужно, да, набираться опыта. А для тех, кто в поиске работы, да, здесь перемены. Карта может показывать нахождение новой работы, но по шестерке это может быть вообще другая сфера деятельности. Не та, где вы работали до этого. Кому-то, может быть, придется куда-то уехать. Может быть, там, где вы находитесь, нет никаких предложений, перспектив. Это может быть переезд в другой город, а может быть даже в другую страну. Там, где вы обретете вот стабильность. А в совет она может говорить, вам нужно будет принять решение, взвесить ваши возможности, перспективы и уезжать. Или эта карта говорит, что вы получите разрешающие документы, которые помогут вам вот отправиться в дорогу. Потому что вот в деньгах, да, здесь какая-то остановка, это не движение. Может быть, конечно, это восстановление здоровья, может быть, кто-то болел. Еще это может быть ожидание, проекты какие-то ваши зависли, ну и, естественно, прибыли от этих проектов вы не получаете. Здесь карта говорит, нужно подумать, как вам вот выбраться из этой трудной ситуации. Ну, как бы здесь все карты-то хорошие, вот только, может быть, реально она говорит, откажитесь от тех проектов, которые вы сейчас не можете реализовать. Да, вот берите какие-то новые. Дайте я вам уточню все-таки четверку мечей. Да, кто-то, может быть, сейчас без работы, естественно, и прибыли нет никакой. Да, вот удачный шанс найти работу, куда-то уехать, в дорогу отправиться или получить свой куш. Может быть, четверка говорит, что вы ждете прихода тех денег, которые вы уже заработали. У кого-то это ожидание решения вопросов каких-то судебных. Это может быть дележка имущества, это может быть развод, это может быть получение наследства, ну или какой-то контракт.
договор с кем-то вы заключили, вы свою работу выполнили. Или, знаете, еще четверка говорит, вы заключили договор, ждете, например, задаток, чтобы начать действовать. Ну, карта говорит, да, деньги придут. И в конце 15 дней вы уже будете полностью заряжены, да, на активность, на реализацию. Маг — это когда у нас появляются возможности, открываются новые пути, перспективы, и мы полны сил, энергии. Вот что-то реализовать, что-то начать. Здесь самое главное, карта говорит, наметьте вот эту цель, вот эту звезду, вот этот путь, по которому вы пойдете. И у вас получится вот как бы аккумулировать всю свою энергию для того, чтобы достичь желаемого. Добиться популярности, признания, да, вот продвижение вперед к своей цели. Да, вот тут еще самое главное, карта говорит, как совет, ну, может быть, и в предупреждение, да, чтобы все было законно и чтобы все было официально. То есть обратите внимание на документы, на подписание каких-то договоров, вообще вот на юридическую сторону тех дел, которые вы здесь начинаете. Хорошо, давайте получим совет для стрельцов от Веканского оракула, первая половина августа. Совет для стрельцов. И Бог, он у вас прямой сейчас. То, что было скрыто в течение долгого времени, сейчас совсем уже рядом и готовится проявить себя. Уделите максимум внимания каждой мечте или желанию, которые в течение долгого времени были спрятаны в самой глубине вашего сердца, потому что для вас наступило время благоприятных начинаний. Хорошо. Еще совет у нас от оракула «Магические врата», стрельцы, первая половина августа. Живи по правде. Я живу в свете истины. Вот у нас старший аркан справедливость, это ведь тоже истина. И это кармическая справедливость. То, что мы отдаем во Вселенную, то мы и получаем. Да. Хорошо, вот так у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.